Привет всем, Арми! Мы обнаружили истину, которая идеально объясняет, почему Тэхён и Чингук всегда заботятся друг о друге во время прямых эфиров. В последнем видео мы видим, как они смотрят друг на друга с полным восхищением, создавая настолько интимную атмосферу, что даже остальные участники группы, кажется, отходят на второй план. Многие заметили, что присутствие других участников не мешает им полностью сосредоточиться друг на друге. Очень важный факт, объясняющий эти отношения, это их собственное объяснение своих личных стихий, по словам Саджу, это как судьба человека. Тэхён прямо заявил, что его стихия – вода, и по этой причине у него есть естественная потребность в огне для баланса, в то время как Чингук объяснил, что его стихия – огонь, и он использует синий цвет, чтобы освежиться и успокоиться. Это явный признак того, что они идеально дополняют друг друга, чего не хватает одному, у другого в избытке. Не случайно они так уверенно упоминают эту деталь, это подтверждает, что они понимают, насколько их характеры совпадают, позволяя им обоим жить лучше и чувствовать себя полноценными вместе. Тот факт, что Тэхён и Чингук посетили гадалку, чтобы узнать свое будущее и совместимость, является явным доказательством того, что они глубоко ценят то, что имеют. Во время трансляции Тэхён вспомнил, что команда протокола дала ему красный цвет, потому что знала, что он ему нравится, а Чингук подчеркнул, что его огню нужна вода Тэхёна. Мы обнаружили детали, которые являются прямым доказательством преданности между Чингуком и Тэхёном. Многие заметили, что они оба решили носить на руках очень личные символы, а именно кольца с камнями-талисманами. Эти камни не просто украшения, они представляют месяцы рождения друг друга, что является одним из самых значимых и прямых способов держать другого человека близко к сердцу. Видя, как они носят эти украшения на указательном и безымянном пальцах, мы понимаем, что они хотят, чтобы эти символы были видны и чтобы все понимали смысл их связи. Наиболее поразительным является особый способ, которым Чингук решил расположить эти символы на своих пальцах. Он носил кольцо с камнем, соответствующим месяцу рождения Тэхёна, сентябрь, на пальце, символизирующем букву V в его имени. Одновременно он носил кольцо с камнем, соответствующим месяцу рождения Тэхёна, декабрь. На пальце, символизирующем букву J в его имени. Такое расположение не редкость, это тщательно продуманный выбор, демонстрирующий неразрывную связь их личностей. Это явный знак того, что Чингук хочет всегда носить в себе сущность Тэхёна. Чингук и Тэхён постоянно удивляют нас этими деталями, которые легко заметить, если внимательно присмотреться к их рукам и словам. Мы наконец видим то, что скрывали от нас годами, и реальность гораздо яснее, чем мы себе представляли. Тэхён и Чингук уже не те, что прежде, теперь они взрослые мужчины, более сильные и уверенные в своих чувствах, что позволяет им выражать себя без ограничений прошлого. Именно в этот момент факты говорят сами за себя. Их близость – это не случайность и не постановочное зрелище, а результат отношений, которые развивались в тайне и которые они теперь не могут и не хотят скрывать. Стоит задаться вопросом, почему, когда есть заранее спланированная программа вроде «Ты уверена», где все организовано персоналом, фанаты принимают ее без вопросов. В свое время многие не понимали, что это контент, созданный для развлечения. Но теперь Тэкук демонстрирует свою подлинную близость. Некоторые пытаются назвать это фан-сервисом, разница очевидна для тех, кто внимательно наблюдает. То, что мы видим сейчас между Тэхёном и Чингуком, происходит естественно с другими людьми или без них, показывая, что их счастье не зависит от контракта, а от любви друг к другу. Реальность такова, что время скрывать что-либо прошло, они сами решили быть более открытыми в своих отношениях. Мы больше не видим двух участников, следующих сценарию, а пару, которая решила полагаться на свою любовь. То, что произошло в аккаунте Чингука в Instagram, стало прямым подтверждением его чувств. Репостив уже опубликованные фотографии и видео Тэхёна, Чингук не только продемонстрировал ностальгию, но и ясно заявил о своей эмоциональной привязанности. Тот факт, что он специально выбрал контент Тэхёна для публикации в своем аккаунте, был прямым ответом тем, кто сомневался в их отношениях. Это была не просто публикация фотографий, это было посвящение времени и пространства исключительно человеку, которого он любит больше всего. Нельзя упускать из виду одну деталь – время и тип контента, который выбрал Чингук для публикации. Было 5 утра по корейскому времени, когда отвлекающих факторов минимум, и вы сосредотачиваетесь только на действительно важном.
Когда он решил показать, как сильно любит Тэхёна, он решил показать, как сильно любит Тэхёна. Более того, видео Тэхёна было единственным, которое не имело никакого отношения к продвижению Эрирнг или работе. Это был пост, полностью посвященный ему. Это явный признак того, что для Чингука Тэхён не просто коллега, он – центр их личной жизни. Каждый пост и каждое видео – это кусочек той реальности, которую они оба демонстрируют изо дня в день. Если мы внимательно посмотрим на закулисье BTS The Comeback Live Эрирнг, то увидим близость, которая не сразу бросается в глаза. Перед выходом на сцену, за несколько минут до дебюта, Тэхён и Чингук находятся в спокойной обстановке, окруженные взаимным вниманием. Именно в этот момент становится ясно, насколько они поддерживают друг друга. Эта совместная подготовка показывает нам, что их отношения настоящие и что они всегда стремятся быть вместе в самые важные моменты своей карьеры. Мы так близки к тому, чтобы увидеть их снова на сцене, и предвкушение огромно. Но помимо их голосов и способности очаровывать всех, по-настоящему выделяется их постоянная поддержка друг друга. С каждым шагом их связь становится все более очевидной, напоминая нам о непреодолимой силе их отношений. То, как они смотрят друг на друга, ясно показывает, что их отношения крепки, и они готовы рука об руку встретить любые испытания. Давайте продолжим дарить им свою любовь. Потому что с каждым днем становится все яснее, что Тэхён и Чингук созданы друг для друга. То, что произошло за последний час, тоже очень интересно. Чингук решил опубликовать не одну фотографию Тэхёна, сделанную несколько месяцев назад, а целых 3 разных поста. Смешав эти фотографии с другим контентом, Чингук очень четко дал понять о важности Тэхёна в его жизни. Это не было рабочим обязательством, это был личный выбор от человека, который хочет всегда держать любимого человека рядом. В конечном итоге, позиция Чингука была твердой и ясной, он всегда хотел быть рядом с Тэхёном. Эти 3 поста не были случайностью, они свидетельствовали о крепких отношениях. Еще один трогательный момент произошел, когда Тэхён начал выкладывать видео и честно сказал, что ему нужна помощь. Чингук с радостью взял на себя эту роль. Этот поступок продемонстрировал глубокое доверие. А когда они одновременно ответили на вопросы о процессе монтажа, стало ясно, что они понимают друг друга без лишних слов. Их взгляды, нежные прикосновения и небольшое внимание, которое они уделяли друг другу, все это показало очень сильную связь. Был момент, когда Чингук попросил Тэхёна повторить. Не потому, что он не слышал, а потому, что хотел подольше насладиться моментом. Это показывает, насколько они заботятся друг о друге и как сильно любят друг друга. Они не просто коллеги, они – источник счастья друг для друга. Фраза «давайте будем счастливы» стала для них общей целью. Видеть их счастливыми трогательно, и многие хотят продолжать их поддерживать. Тэхён и Чингук заслуживают счастья. Они заслуживают того, чтобы любить свободно, и они заслуживают того, чтобы жить в отношениях без ограничений. Их счастье – это самое важное, и мы все будем рядом, чтобы поддержать их на каждом шагу этого пути.